Итак, серединка у нас готова, теперь переходим к лепесточкам. Шаблоны есть, кто не может рисовать без шаблонов, обращайтесь, пишите в личные сообщения, я всем все высылаю всегда. Итак, первый ряд лепестков, но его мы называем первым так, условно, потому что у нас еще будут 3 маленьких лепесточка, оставим их как бы без названия, что это не целый ряд будет. Всех лепесточков, кроме вот тех, которые не до ряд, будет по 5 штук. Первый лепесток. Длина у него будет 17 сантиметров и ширина 9. Напоминаю, что у нас лепесточков по 5 штук. Первые 3 ряда лепестков я буду вырезать в виде капельки, а потом уже придавать им волнистый вот этот ребристый край. Это первый ряд. Я обвожу по одному, потому что у меня по 4 уже по-хитрому вырезаны. Второй ряд. Длина 20,5 и ширина 9,5, 9,8 где-то. Лепесточки я вырезаю в несколько слоев. Это вот этих мне осталось вырезать по одному, поэтому я их обвожу уже по одному. Третий точно так же у нас в виде капельки, только смотрите, эта капелька будет широкой сверху и чуть поуже к низу. То есть самое широкое место будет приходиться не на середину, а где-то на 1/3 всей длины. Вот там будет самое широкое место. Опять-таки, кому сложно без шаблонов, пишите в личные сообщения, я всем все скину. Итак, длина 21, ширина 10,5. Так, четвертые лепестки я уже буду вырезать сразу зубчиками. Но все же. Так, длина у нас получается 26. И в самом широком месте 13,5. Но только вы видите, что самое широкое место нашего лепестка, оно теперь приходится на 1/3 снизу. Не на середину, а вот здесь пониже. А зубчики все уже идут в более узкую верхнюю часть. Повторюсь, что каждого вида лепесточков у нас по 5 штук. Кроме самых-самых первых, которые я покажу, получается, последними. Там можно просто вообще без шаблона вырезать 3 капельки. Это четвертый ряд, четвертый размер. Пятый размер, опять-таки он с зубчиками. Длиной 29 и шириной 17. И шестой размер, 5 штук у нас будет красного цвета, и шестого размера 5 штук будет уже зеленого цвета. И теперь все вырезаем. Вырезали наши лепестки. Берем те, которые капельки. Самый маленький. Делаем 1 зубчик или 2. То есть в части лепестков можете сделать 1 зубчик, в части 2. Второго размера 2 или 3. 2 или 3 зубчика на листочек. С одной стороны 2, с другой 1. И третий. Помним, что широкая часть у нас сверху. 3 или 4 зубчика на 1 лепесток. Вот такую форму имеют наши лепесточки. Теперь вырезаем 3 лепестка, манюсеньких, буквально по 10 сантиметров. Просто складываем фоамиран вдвое и вырезаем капель.
Делаем на ней зубчики. Маленькие лепесточки лучше вырезать после того, как вы вырежете большие. Остается достаточно много обрезков и есть из чего выбрать. Это мы вырезали красный. Теперь переходим к зеленым. Зеленый мы вырезаем 6 и 7 размера. 6 у нас 5 красных, 5 зеленых. Длину и ширину 6 размера я вам уже называла. И 7 размер лепестков, их будет 5, и они будут зелеными. Длина 41 и ширина в самом широком месте 25,5. Все наши листики будут закрепляться на проволочках, а соответственно проволочки нам нужно будет обернуть. А обернуть чем? Обернуть фоамираном зефирным 1 миллиметровым. Нарезаем на полосочки по сантиметру. И точно так же, как мы делали в серединке с салатовым, нагреваем и растягиваем. У нас получилась вот такая тонюсенькая полосочка. Теперь берем проволочку. Для первых 4 рядов я беру тонкую проволоку 0,8. Для остальных потолще 1,2. Хорошенько в натяжечку. Зефирный фоамиран очень хорошо тянется. Закрепляем конец. Теперь берем лепесточки. Помним, кроме последних 3 рядов. Все они будут одинаково у нас подготовлены. Складываем пополам. Делаем, так сказать, пометочку себе. Теперь наносим клей. И приклеиваем проволочку. Получается очень аккуратно. Вот, смотрите, никаких клеевых подтеков. Листик у нас форму держать будет. Сейчас клей получше схватится. И мы сможем придавать ему такую форму, как нам нужно. Что мы делаем с последними 3 рядами лепестков? Мы берем проволочку потолще. Не оборачиваем ее ничем. Прикладываем. Пальчиками проезжаем. Для того, чтобы проволочка оставила след.
Наносим клей. Можно наносить не на всю длину, где-то до середины. Приложили проволочку. И теперь поехали склеивать вот так защипами. Клея очень много не лейте, особенно если будете пользоваться космофеном, потому что когда его много, он очень плохо клеится. То есть пока он подсохнет, и только тогда приклеивается. Вот таким образом мы заготавливаем последние 3 ряда лепестков. А вот таким предыдущие ряды. Пока лепесточек небольшой, мы к нему с обратной стороны подклеиваем тонкую проволочку 0,8. Когда лепесточек становится большим, последние 3 ряда, мы берем проволочку 1 и 2 и вклеиваем ее на середину внутрь и делаем защипы. Защип у нас будет с изнаночной стороны, то есть вот это будет лицо.